Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Сегодня я вам покажу, как правильно и быстро построить стрелочки. Сейчас очень популярна процедура небольшая стрелочка с растушевкой, и мы сейчас как раз таки воссоздадим этот эскиз растушеванной красивой стрелочки. Она не нагружает глаз и смотрится очень классно и естественно, прям самое то на каждый день для клиента. Самое сложное — правильно выбрать направление стрелочки, потому что если его неправильно подобрать, можно визуально сделать взгляд клиентки очень опущенным и грустным, либо же, если вы нарисуете очень приподнятые стрелки, они будут смотреться вычурно и как-то очень бросаться в глаза. Поэтому, чтобы нарисовать плавно, я вам сейчас покажу главные правила, от чего нужно отталкиваться. И стрелочка должна как раз-таки служить продолжением вашего века, как бы уходить в последнюю ресничку и тоненько-тоненько продолжать ее. Это все, что нам потребуется для отрисовки эскиза. Ватные палочки, которые я немножко намочила мицеллярной водой, черная гелевая паста, коричневый карандаш, скошенная кисточка и белая броу-паста, которой мы уже в конце зафиксируем направление стрелочки. Прежде всего я беру коричневый карандаш, и мне нужно как раз-таки поймать это правильное направление нашей стрелочки. Как мы его находим? Просим клиентку, чтобы она посмотрела в фас на вас, и берем какую-то либо линеечку, либо ватную палочку, либо вот я микробрашек использую, ставим на точку серединки нашего зрачка. То есть вот у нас серединка глаза. Вторую точку, второй конец вашей палочки мы ставим на конец глаза. И вот это как раз направление нам и дает нашу стрелочку. Вот я аккуратненько зафиксировала. У меня есть точечки, соединив которые мы получим красивую, тоненькую, изящную направляющую. То же самое я проделаю со вторым глазиком. Смотрим на меня. Кончик палочки ставим на серединку глаза, второй кончик на конец глаза. То есть вот оно направление. Я вот так чуть-чуть фиксирую. Тут у нас есть складочка. Мы вообще преимущественно работаем до складочки, чтобы не преломлялся кончик. Но бывают такие прям закрытые веки, и складочка буквально начинается прям сразу после глазика. В таком случае я рекомендую все-таки немножко вытягивать кончик стрелочки. В любом случае кончик стрелочки у нас очень легкий, полупрозрачный, он не нагружает века, поэтому он не будет утяжелять как-то, даже несмотря на то, что складочка все-таки преломляет немножко нашу направляющую. То есть она идет, уходит в складочку и потом вот таким бугорочком как бы выходит из нее. Поэтому мы всегда рисуем в открытом виде, лучше в сидячем положении. Можно, конечно, чтобы потом усовершенствовать стрелочку, воссоздать, так сказать, и показать клиенту, как это будет выглядеть после процедуры, уложить клиента, прорисовать все досконально, и уже так будет более удобно, потому что на весу все-таки тяжелее рисовать. Но это возможно, мы сейчас доведем до идеала. Еще один момент, второй этап. Когда вы нашли вот эту направляющую, посмотрите, вот это место, уголочек глаза мы закругляем, то есть не втыкаемся вот таким образом в веко, чтобы не получался острый угол. Мы всегда вот это место скругляем, то есть чтобы стрелочка, вот эта направляющая, заходила в веко очень-очень плавно. Ну и стоит учесть то, что здесь у нас опасная зона, которую мы ни в коем случае не должны травмировать, потому что если мы будем работать здесь, например, опустим стрелочку, как-то прокрасим этот угол, пигмент может мигрировать по сосудам и получится такое пятнышко клякса, поэтому аккуратненько с этим. Ну и сейчас моя задача усовершенствовать эту линию, сделать ее красивой. А красивая стрелочка какая? Которая имеет переход цвета, градиент, то есть у века самого она более плотная, темная, а кончик стрелочки у нас светлый, сходит на нет. И вот мы с помощью ватных палочек вот так его усовершенствуем. Потом берем карандашик, после того, как мы прорисовали направляющую, и немножко вот так подштриховываем угол, чтобы нам изобразить вот этот
плавный переход, где у нас будет тень. То есть мы подтемняем вот таким образом. Вообще тень всегда располагается треугольничком. То есть если взять вот этот угол, у нас здесь располагается градиент. От темного уголка происходит растяжение пигмента на нет. То есть мы укладываем мелкие штрихи у века, более плотные штрихи. А здесь у нас такой разброс пикселей в полупрозрачный прокрас, мы это все выводим. И это мы изображаем, опять же, вот так вот, подтушевывая карандашик ватной палочкой, делая такой переходик. Это у нас получается подтушеванное такое веко красивое, уже абсолютно ненавязчиво это все выглядит. Кстати, когда выполняем процедуру, мы тоже работаем несколькими цветами, и я использую от 2 до 3 пигментов. Это обязательно коричневый на теплой желтой основе. Можно прям самый светлый пигмент из бровной палитры взять, он обычно называется блонд, ну чаще всего, и он прям такой желтый-желтый. Вот как раз-таки им и делается самый кончик стрелочки. А черный пигмент мы укладываем только на межресничку и уголочек, то есть черным работаем аккуратно, потому что в темных пигментах всегда большее содержание черного, соответственно синего, и это как раз дает вот эти неприятные, некрасивые сероватые, голубоватые оттенки. Поэтому, чтобы у вас были крутые результаты, работайте на теплых коричневых пигментах на желтой основе. А я продолжаю дальше, и то же самое мне нужно повторить на втором веке. Довести до идеала вот эту линию направляющую. Вот, посмотрите, мы тоже очень плавно входим в веко, закругляю я вот этот стык. С помощью микробрашек либо ватной палочки кончик я подтушевываю, свожу на нет, вывожу в полупрозрачный и точно так же имитирую затемнение там, где у нас как раз таки будет растушевка. На подвижное веко растушевку не надо сильно много накладывать, иначе это выглядит как сугроб такой сверху на веке, очень нагружает веко и вдавливает глаз прям вовнутрь, поэтому очень аккуратно. Мы работаем до середины примерно зрачка, и до этого момента мы должны очень плавно вот так уголочком свести это на нет. Как я сейчас показываю карандашом, то же самое мы и делаем пигментом. Также, чтобы усилить эффект, вот смотрите, сейчас я проработала все коричневым, и хочу показать, вот как будет прям в конце процедуры, если бы мы сделали это все машинкой. А в конце процедуры мы затемняем самые вот эти вот темные зоны черным пигментом. У нас уже есть коричневая подложка, которая нам гарантирует, что не будет ухода в синеву, в голубизну и в серость. Мы как бы перестраховываемся с помощью коричневого. И сейчас уже можем подтемнить, немножко прокрасить межресничку. Правда, здесь у нас присутствуют нарощенные реснички, поэтому тяжеловато прокрасить, но мы постараемся сделать все возможное. Посмотрите на меня. Направляющая у нас готова, тени у нас прокрашены. После этого мне нужно зафиксировать эскиз, чтобы он был четкий, чтобы мне было легче закреплять направляющую. Поэтому я использую вот такую плоскую скошенную кисть. Обратите внимание, она у меня очень-очень тонкая, и при отрисовке я пальчиками ее вот так прижимаю еще, чтобы она прям очень тонко рисовала. И использую для отрисовки белую броу-пасту. Излишки можно вот так о руку промокнуть. Так, и фиксируем направляющую. Я немножко растягиваю веко и смотрю, конечно, чтобы сильного натяжения не было. Иначе мы можем деформировать эскиз, и складочки расправятся. Когда мы отпустим руку, складочки опять появятся, и будет уже неровно. Чтобы поаккуратнее было, можно опять же подтушевать уже ватной палочкой. Как раз таки вот эти нюансы вы можете доработать с помощью белой пасты. Складочки в открытом виде вы всегда
проверяйте, чтобы ничего сильно не преломлялось. И как раз таки благодаря вот этой четкой белой линии вам будет проще зафиксировать направляющую. То же самое делаю со вторым глазиком. Сейчас вы видите финальный результат. Кстати, моей клиентке очень понравилось, и мне тоже. Посмотрите, у нас тень прям стала продолжением нашей реснички, и глаз визуально очень вытянулся. Я надеюсь, вам понравились мои лайфхаки для отрисовки эскиза. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. До скорых встреч. Пока-пока.